Основные причины боли в горле и кашля. Да, кашель тоже относится к горлу, потому что именно здесь возникает вот это самое першение. И поэтому основные причины боли в горле и кашля, они одинаковые. И первое – это страх говорить. Да, есть на первом месте, часто упоминают страх публичных выступлений. Однако это не только про публичные выступления, это вообще страх говорить в окружении людей, иногда близких родственников, иногда вообще людей, хоть с продавцом в магазине. И именно страх высказаться, страх высказать свое мнение. Страх почему возникает? Показаться глупым, смешным, еще каким-то не таким. И, конечно, это страх ответной реакции другого человека. И в основе страха говорить очень часто лежит сильная зависимость от чужого мнения, что обо мне подумают, но и неумение разбираться в своих эмоциях, в своих мнениях и высказывать это, потому что здесь работает страх ответной реакции, то есть неумение принимать эмоции и другие мнения от других людей. И из этой причины сразу вытекает следующая причина – это невысказанность. Невысказанность – это когда человек молчит долгое время, он молчит, ничего не говорит, ни свое мнение, не показывает свои чувства. И вот эта невысказанность, она копится. Эти копятся невысказанные слова, невыраженные эмоции и негативные эмоции, конечно, в первую очередь. И все это постепенно накапливаясь, встает буквально таким комом в горле. Отсюда начинается кашель, отсюда начинается боль в горле. Это постепенно копится, не находя никакого другого выхода, оно начинает выходить через боль в горле или кашель. Невысказанность – это очень важная проблема, потому что если это копится годами, это может перетекать далее более серьезные заболевания, когда человек буквально переполнен этим негативом, но продолжает молчать. Опять же, почему люди молчат и не показывают себя, свои настоящие эмоции, свои настоящие мысли не высказывают, мнения? Все тот же страх испортить отношения. И это следует из механизмов, установок, убеждений, которые были сформированы в далеком детстве, как надо вести себя правильно, как надо вести себя хорошо, чтобы окружающие люди были довольны. То есть это тема, что проще быть послушным, удобным, бесконфликтным, а для этого лучше всего просто молчать, иначе мое мнение, мои чувства могут кому-то не понравиться. И, соответственно, быть хорошим, да, для всех, это приводит к невысказанности, к накоплению всего того, что происходит внутри у человека, и в первую очередь все это застревает в горле, так как требует выхода именно через горло. И когда мы начинаем работу с невысказанностью, это в первую очередь проговор, то есть это разбор своих чувств, ощущения, что я чувствую, и проговор, да, почему я это чувствую, что со мной происходит, то есть на что я злюсь, обижаюсь, раздражаюсь. Это речь. Да? Речь – это тоже действие на самом деле. Это важный момент. И с помощью проговора всех невысказанных слов, естественно, где-то в пустой комнате или в кабинете у психолога, но не тем людям, от которых это поведением которых это вызвано, потому что это только дополняет нам лишние конфликты. И мы проговариваем, выносим это наружу, и уже становится легче. Мы хоть чуть-чуть освобождаем, хоть немножечко мы освобождаем себя от накопленного негатива. Проговор можно писать, те слова, которые идут на бумаге, и потом с выражением, с чувством их читать, и это хорошее упражнение. Следующая причина боли в горле, кашля – это изменения в жизни. Это важная причина и действует очень часто, когда в жизни человека наступают какие-то резкие изменения, которые он не планировал, но которые по обстоятельствам необходимы, и ему это не нравится. Это может быть переезд в другую квартиру, в другой город, смена работы, изменение привычного образа жизни.
И на это человек чаще всего реагирует болью в горле. Но как бы приходится смириться с обстоятельствами, то есть, опять же, наступить себе на горло, и начинается боль в горле, кашель, много слов, много мыслей по этому поводу, но человек не чувствует в себе возможности сделать что-то по-другому. Чаще всего резкие изменения в жизни приводят к ангинам. И именно поэтому ангины считаются такой детской болезнью, достаточно редко, как считается, по статистике они бывают у взрослых, потому что у них уже есть какие-то ресурсы, какие-то мотивации, которыми они могут себя успокоить, утешить. У детей ангины всегда говорят о том, что это невыраженный протест, много злости, много обид по поводу того, что происходит, но ребенок не имеет ресурса противостоять. Родители обычно сами принимают решения, но мы обращаем внимание на то, что если у ребенка ангины, тем более гнойные ангины, начинаем сразу смотреть, что происходит в жизни ребенка, и это резкие изменения чаще всего. Переезд, опять же, в другой город, то есть смена в другую квартиру, другой район, смена школы, смена какой-то секции, кружка, и эти изменения, к которым ребенок совершенно не готов, и у него еще нет ресурса как-то себя утешить, чаще всего вызывают ангины. И у взрослых, в общем-то, эта же тема. Но, и поэтому мы смотрим, что если у человека есть ангина, тем более гнойная, с высокой температурой, это такой резкий протест против происходящих изменений. Следующая тема, которая здесь есть, это тема работы. Это тема нелюбимой работы. Да, горло, как щитовидная железа, которая находится в горле, дыхание, глотание, речи, все связаны с самореализацией человека, как он себя показывает настоящего, как он реализуется в жизни. И нелюбимая работа очень часто приводит к хроническому, допустим, танзелиту, к частым ангинам, частым простудам. Помимо того, что подсознательно появляется уважительная причина не ходить на эту любимую работу, но мы понимаем, что это вторичная выгода, точно так же, как у ребенка, который не хочет ходить в школу, и который легко заболевает любыми простудными заболеваниями, именно потому, что он не хочет куда-то идти. То же самое у взрослого. И здесь надо понимать, что пока мы не поменяем эту нелюбимую работу на какое-то более деятельность по душе, то бесполезно лечить эти ангины, эту боль в горле, потому что есть причина. Смотрим, чем мы занимаемся в жизни. Все-таки на работе мы проводим половину своей жизни. И если это ненавистная работа, то никакая мотивация про деньги, да, или там дожить до пенсии не помогает. Начинаются хронические заболевания горла, часто повторяющиеся ангины, переходящие уже фарингиты, ларингиты, танзелиты, то есть все, что у нас происходит в нашем горле, сигналит о том, что человек занимается чем-то очень ненавистным для себя, но по каким-то причинам не может изменить свою жизнь. И следующая, еще более широкая тема, так называемый творческий кризис. Что такое творческий кризис для людей, как будто не творческих? У каждого человека в жизни должно быть какое-то хобби, любимое дело, увлечение. И это, да, может быть и чаще всего свободное от основной работы время. Но, тем не менее, выход этой творческой энергии обязательно должен быть. Многие люди относятся к этому как к какому-то пустому времени или мотивируют это тем, что у них нет никаких особенных способностей. Но мы говорим здесь о том, что творчество это не означает только петь или рисовать, да, или танцевать. На самом деле творчество, креатив это совершенно любая деятельность. Это любое хобби, которое вас увлекает. Это дело, которым вы занимаетесь с увлечением, вовлеченностью, вдохновением, энтузиазмом. И это хоть крестиком вышивать, хоть марки собирать и что угодно. Да, это действительно дело по душе. И на самом деле, когда мы думаем о том,
какую работу мне бы выбирать в своей жизни, профессию, лучше всего анализировать свои хобби. Ведь самая лучшая работа для каждого будет та, которая выросла из хобби, из дела, которым человек увлечен. Опять же, многие считают, что из хобби ничего вырастить невозможно, это просто непонятно что, сидим крестиком вышиваем, да, а вот работа – это работа. И что из хобби, на хобби нельзя зарабатывать деньги. Однако это совершенно не так. И об этом мы много говорим на моем тренинге «5 шагов от работы до самореализации», потому что мы как раз здесь по шагам рассматриваем, как же из своего любимого хобби сделать увлечение. И сделать это основной своей работой. Но для начала это хобби надо найти, и это есть основная тоже проблема. Слушаем свои желания, свои интересы, вспоминаем свои детские желания, интересы. И вот эта творческая нереализация – это еще один пункт в ту копилочку нашу, как жить, наступая себе на горло, не давая выйти своим способностям, а способности в разных сферах есть у каждого человека абсолютно. И это довольно непростой момент для обсуждения, да, здесь надо посмотреть, покопать, и это не так просто, как кажется, но это есть, это существует, и этому обязательно нужно давать выход. И боль в горле очень часто говорит о том, что человек никак себя не реализует ни в каком креативном, творческом процессе, и опять же, это может быть совершенно любой процесс. И чем больше у человека способностей, которым себя подавляет, тем чаще у него будет болеть горло. Поэтому, когда вы чувствуете боль в горле, кашель, сразу начинайте думать о том, где, в какой ситуации, в какой сфере жизни, в актуальном периоде жизни вы начали делать не то, что вам на самом деле хочется, начали наступать себе на горло.